Если честно, вообще не понимаю, что происходит. Вот. Так что, ребята, если у вас есть какая-то поддержка, то поддержите. Ребята, всем привет! К сожалению, это не Илья. На данный момент Илья в очень тяжелом физическом состоянии и не способен записывать видео, давать какие-то комментарии. Он, Карина Башарова, его жена и наша общая близкая подруга Диана попали в серьезнейшую автокатастрофу, в результате которой 9 человек пострадали и 1 человек погиб. Поэтому это видео записываю я его близкий друг, меня зовут Юра. Я неоднократно появлялся в видео Ильи «Путешествие на товарниках по Мексике». Также он присутствует в моих видео на моем канале. Например, я присутствовал на свадьбе Ильи и Карины. Я нахожусь в госпитале, где на данный момент Карина. Постоянно с ней кто-то должен быть, чтобы там поддерживать ее, помогать, кормить. И вот близкие друзья, кто живет в Сан-Кристобале-де-Лас-Касас, либо многие, кто просто сейчас приехал из разных стран со всего мира, мы сейчас заботимся о Илье и Карине. Илья находится в другом городе, в Туксла. Туксла — это столица штата Чиапас, где мы сейчас находимся. Его отвезли туда из-за того, что в этом городе, в Сан-Кристобале, нет квалифицированного специалиста, который мог бы оперировать Илью. У Ильи самая серьезная травма, и поэтому его нужно было отвезти туда. Ему нужен нейрохирург. Как вы все знаете, Илья и Карина попали в тяжелейшую аварию, на них налетела фура. На всей скорости врезалась в них, их развернуло, они врезались в столб. У них тяжелейшие травмы, у Карины перелом основания черепа, множественные ушибы, у нее травма таза, у Ильи открытый, сложный, комплексный перелом задней части черепа с выходом серого вещества. И это значит, что ему нужна серьезная операция. Один из осколков вошел в мозг. И есть еще несколько поверхностных осколков тоже в мозгу. У него не работает сейчас правая рука и правая нога. Мы сейчас ждем операции, мы перевели его в частный госпиталь, потому что в государственном ему даже не зашили рану, то есть у него было все открыто. 4 дня они там, 3-4 дня они там ждали, пытались его перевести в другую больницу. Мы решили все, то есть перестать уже ждать и перевести его сами. Поэтому спасибо всем огромное, кто помогает. Я сейчас с ним здесь. Mira, está roto y se metió. Esa parte del hueso está lastimando el cerebro. Tenemos que levantarlo, tenemos que quitarlo. Это видео записано и опубликовано с согласия Ильи и всех друзей, кто сейчас находится здесь, кто помогает Илье и Карине. Это видео будет опубликовано с компьютера Ильи, с его канала. Илья предоставил нам код к его ноутбуку, чтобы мы имели доступ к его соцсетям. В интернете очень много информации в разных группах, даже по телевидению уже выходил сюжет. Но мы вот решили записать это видео как от первых лиц людей, которые ближе всего к Илье, к Карине, о аварии, о всех деталях, чтобы у вас было понимание, что вообще происходит. Также мы очень рассчитываем и надеемся на вашу поддержку людей, которые являются ценителями творчества Ильи и работы Карины Башаровой, деятельность которой спасла тысячи людей, малообеспеченных, бедных людей в Центральной Америке, в Гватемале, в Никарагуа, где она построила клиники со своей лучшей подругой Викой, которая прилетела сюда сразу же после того, как узнала о происшествии. Сейчас она находится в Туксле с Ильей. Сейчас мы перевозим Карину из этого госпиталя в больницу, где находится Илья, в Тукслу, в другой город. Нас не совсем устраивает уровень обслуживания и качество, предоставляемое в этом больнице, поэтому мы вот отвезем Карину туда, и это будет просто проще в плане логистики и гораздо лучше, когда ребята будут вместе, могут общаться. Это на самом деле очень важно в данной ситуации. Трагедия произошла в воскресенье в полдень по мексиканскому времени в городе, который называется Бетания, маленький город, находящийся в 20 километрах от Сан-Кристобаля-де-Лас-Касас. Ребята направлялись к водопадам Эль Чифлон. Сегодня четверг, трагедия произошла в воскресенье в полдень.
И Саша был одним из первых людей, кто начал помогать ребятам, Илье, Карине и Диане. Он первый, кто остался на ночь в госпитале, чтобы ухаживать за ребятами. После аварии ребят отвезли в госпиталь, их госпитализировали, но многие вещи остались вот в коммуне, в этом городе, куда мы сейчас едем. Все нашли, кроме единственной вещи – телефона Ильи. Сейчас у нас появился доступ к компьютеру Ильи, он нам дал свой пин-код, и мы уже через компьютер посмотрели местонахождение телефона. Последний раз телефон был включен в понедельник в 11 вечера, и он был именно на том месте, где произошла авария. То есть уже через 36 часов после самого события. Поэтому мы сейчас едем туда снова и попробуем вот найти телефон. Меня зовут Саша. Я живу в Мексике с 2010 года. С 2013 мы живем с семьей в Сан-Кристоболе. Занимаемся туризмом, путешествиями по Мексике, по Латинской Америке. Так раз вот въезжаем в деревню, где произошел этот несчастный случай. И так раз вот по этой дороге и несся грузовик, который врезался в машину Ильи и Карины. Мы приехали именно в момент эвакуирования грузовика, который стал причиной этой трагедии, у которого отказали тормоза. Да, насколько мы знаем, насколько мы получили информацию от людей, которые представились, так сказать, они представились друзьями, соседями хозяина. Но, судя по всему, хозяин здесь чисто номинально этого грузовика. И те, кто, с кем мы общались на тему вот, возмещения ущерба и на тему всей ситуации, это и есть настоящие хозяева, настоящие люди, которые этим грузовиком занимаются. Они везли цементные блоки, цементные кирпичи из города Пуэбло в город Комалапа в штате Чиапас, который находится почти на границе с Гватемалой. На самом деле достаточно странная история, потому что везли они эти цементные блоки через полстраны. И, в общем, здесь в Чиапасе свои есть цементные заводы, где прекрасно можно это все было сделать и привезти. В общем, какая-то история немножко скользкая. Мы, к сожалению, может быть, к счастью, не знаю всех подробностей, потому что Комалапа – это регион достаточно сложный, там есть присутствие наркокартелей и местных банд, вот, поэтому мы старались очень глубоко в эту тему не вникать. Вот авария произошла прямо на этом месте, грузовик двигался с того склона на очень большой скорости, видимо, разогнался очень сильно на предыдущем склоне, и в момент поворота, в момент съезда к деревне отказали тормоза. Здесь было довольно много машин, и по видео, которое есть в интернете, видно с камеры наблюдения, что до того, как остановиться, грузовик сбил много машин, и потом впоследствии их было видно, они здесь стояли все покалеченные. Вот. И одной из таких машин, к сожалению, оказалась машина наших друзей Ильи и Карины. Судя по всему, они притормозили вот на этом лежачем полицейском, который мы видим, и машина, которая ехала за ними, это грузовик, врезался им в багажник, в заднюю часть, и от сильного удара их машину развернуло и снесло на обочину, они врезались в столб, и после этого грузовик еще проехал около 200-300 метров, после чего врезался в маленький локаль, в маленький магазинчик фруктов, где задавил насмерть хозяина этого магазина. Вот, помимо Ильи с Кариной еще было порядка 7-8 пострадавших, но с гораздо меньшими повреждениями. Вот, если не считать погибшего жителя местной деревни, то Илья с Кариной оказались самыми пострадавшими в этой аварии. После удара машину отнесло вот к этому столбу. На фотографиях можно увидеть, в каком состоянии был автомобиль. Диане удалось выбраться самой из разбитого окна. Она сидела на пассажирском сиденье справа. Также Диана была единственной, кто не потерял сознание, поэтому ей удалось выбраться самой. Илья и Карина потеряли сознание, и их уже вытаскивали местные жители, пришедшие на помощь. Пришли местные представители власти, и мы сейчас вот пытаемся найти телефон, так как он был здесь через 36 часов после аварии. Был вот именно в этом месте, судя по карте. Lo que vamos a hacer es preguntar primero. Sí.
Сразу после аварии почти вся деревня сбежалась помогать ребятам, их доставали из машины, их поддерживали в сознании до приезда скорой помощи и действительно помогали очень сильно. Невероятная была просто поддержка и помощь от всех людей, которые оказались вокруг. Виновника аварии, водителя, местные жители задержали, посадили его в местную тюрьму и не выпускали до решения проблемы, потому что здесь находится местный коммунидат, местная индейская коммуна, которая живет по своим законам, по своим правилам, у них такая небольшая автономия, и до того, как коммуна не разрешит выпустить человека, сюда местная государственная официальная полиция даже не приходила. Вот, поэтому задержали водителя, задержали его двух спутников, их, естественно, держали в нормальных условиях, кормили, поили, они спали, вот, пока вопрос с хозяевами не разрешится. Когда прибыли хозяева через день, была встреча с нами вместе с Викой и с хозяевами, и с представителями местной коммуны, с местным судьей, который засвидетельствовал вот решение вопроса. Хозяева грузовика договорились с семьей потерпевшего, погибшего местного жителя. Не знаю, каким образом, но, наверное, заплатили какую-то ему сумму. С водителями остальных машин договорились посредством страховой компании. И вот с нами была договоренность насчет Ильи и Карины, чтобы оплачивать первые дни их пребывания в госпитале, потому что деньги понадобились прямо с первого момента. Нас очень удивила и порадовала местная коммуна, которая нас поддержала, встала на нашу сторону и всячески нам помогала. Местные полицейские собрали все вещи, которые были в машине, и телефон Карины, и деньги, и карточки, и всю технику, которая была и у Ильи, его фотокамеру, GoPro, все приспособления, все это собрали в одно место, и мне это вручили все в понедельник, когда я приехал на место аварии общаться с местными жителями. И также коммуна помогла нам финансово. Они оплатили вывоз нашего автомобиля обратно в Сан-Кристоболь, оплатили эвакуатор в сумме около 1500 песо. С хозяевами грузовика мы сразу договорились о выплате суммы компенсации. Они нам выплатили 50 тысяч песо, которые мы пустили на оплату перевозки ребят на первые дни их пребывания в госпитале, в частном госпитале в Туксе для Ильи, в частном госпитале в Сан-Кристоболе для Карины. Вот, они на самом деле тоже очень переживали. Естественно, никто не хотел этой трагедии. И видно было, что они переживают в первую очередь не за деньги, а за жизни наших ребят. Вот, поэтому общение все строилось на достаточно уважительной почве. Вот, и, конечно, очень помогли представители местной власти, местный судья, который вот давил и настаивал, чтобы вопрос решался прямо здесь и сейчас, пока он присутствует на этой встрече. Иначе бы это дело отправилось в местный суд, который бы затянулся на месяца, годы, и, в общем, ничем бы мы этим судом ребятам не смогли бы помочь. Привет, меня зовут Диана. Я с ребятами в воскресенье 20 августа мы выехали в 11 часов утра на водопады Чифлон из Сан-Кристоболь-де-лас-Касас. Я сидела на переднем сиденье рядом с Ильей, и мы ехали, все было хорошо, была очень мягкая, спокойная поездка, мы разговаривали о каких-то проектах, о делах, о блокировке Ютуба Ильи, про какие-то текущие бытовые дела. И машина замедлилась, как перед топером. То есть нужно понимать, что лежачих полицейских на этой дороге крайне много. Внезапно, просто неожиданно, абсолютно, то есть не было никакого движения со стороны Ильи, того, что он испугался, ничего вообще. Просто сильный удар, и все просто перевернулось с ног на голову. Я не теряла сознание, я понимала, что происходит в данный момент авария. И когда машина остановилась, я попыталась подвигаться, поняла, что могу двигаться, я ничем не прищемлена. Я нашла разбитое окно, вылезла
через него. Когда я вылазила через окно, местные жители уже бежали к нам. Они мне помогли, они мне подали руку, чтобы я смогла полностью вылезти из машины. Местных жителей было очень много. У меня по ощущениям, как будто это были реки из людей, которые бежали со всех сторон. Меня отвели, меня перехватили какие-то женщины местные, майя. Отвели, посадили, умывали, доставали из меня стекло, обнимали, и в это время оказывали другие люди помощь ребятам, открывали машину, насколько мне известно. В тот момент Илья был очень плох. Нас доставили в больницу, где ребятам оказали первую помощь. Я их не видела с момента приезда в больницу, я только слышала крики Карины. Сразу приехали ребята, с которыми мне удалось связаться здесь из Сан-Кристоболя. Они помогали, переводили с русского языка врачам, что происходит с Кариной, разговаривали с Ильей, то есть они всячески помогали. Мне обработали раны, меня выписали в тот же день вечером. Я себя сейчас чувствую лучше, уже прошло, получается, 6 или 5 дней. Я уже могу ходить, и у меня все еще есть боли. Я пью лекарства от боли, таблетки, но в целом, да, я себя чувствую гораздо лучше. Очень приятно. Маша Грунтовская, из Харькова, Украины. Живу в Сан-Кристоболе 2 года. С Каринкой мы знакомы, с Ильей, на самом деле, совсем чуть-чуть. Они только приехали в наш город и, пересекались, день рождения праздновали. То есть знаю больше Диану, которая мне позвонила во время аварии. То есть когда авария произошла, позвонила Диана. Карину держали в коридоре. Ей было очень больно, она плакала, кричала, просила, чтобы ее не трогали. Меня попросили ее успокоить, и мы с ней договорились более-менее, то есть ее тоже отвезли на томографию. Карину зашивали ей глаз, у нее здесь была большая рана, а потом голову. Да, на тот момент он уже не чувствовал правую сторону свою, то есть ни руку, ни ногу правую. Но врач сказал, что операцию делать слишком опасно, и надо лучше подождать, то есть можно, в принципе, жить с такой травмой, просто ее зашить, и, значит, и пусть там косточки остаются, как-то так было. Стоял с ниткой, иголкой, и сказал, что он не знает, что делать, потому что там была не серая жидкость, а мозги прям вот, то есть они были прям в ране, то есть мозг уже был полностью открыт, и он вываливался оттуда, извините за... и он не знал, что делать, как зашивать это правильно и так далее. И в конце концов, я так поняла уже потом, что его просто не зашили, его просто забинтовали. Да, то есть поддерживался контакт, получается, с всеми ребятами, которые ехали со всего мира поддерживать Илью с Кариной, что было очень здорово, и такая поддержка чувствовалась конкретная. Хирург сказал, что операция прошла успешно, он удалил большинство осколков, которые были в мозгу, закрыл рану, то есть мозг вообще находится в нескольких оболочках, то есть он закрыл все, что было порвано, там была большая рана и вообще большая поверхность, которая была, соприкасалась все это время с окружающей средой, то есть у него, не знаю, страшно так говорить, конечно, но это, то есть куски серого вещества на подушке, которые я лично видела, когда его перекладывали с одной кушетки на другую. В госпитале мне закрыли рану, то есть он все это время, то есть 3 часа, что он был 3 дня, что он был в государственной больнице, рана была открытая. Ничего они с ней не сделали, даже внешние швы не наложили. В итоге, когда приехали сюда, все обработали, и его сразу на следующий день взяли на операцию. Хирурги постарались убрать все куски кости, которые вошли в мозг, не убрали только те куски, которые прилипли к стенкам важных сосудов, артерий, и было опасно их вытаскивать из-за массивного кровотечения, которое потом нужно прижигать, и это повреждает тоже мозг, то есть их оставили. Как это повлияет на дальнейший процесс восстановления и на жизнь? Это увеличит возможность судорог, то есть в будущем возможно, что у Ильи будут какие-то расстройства, связанные с этим. Это может увеличить риск инфекции конкретно сейчас, потому что это все еще народное тело, которое должно быть снаружи, а оно внутри. Поэтому ему сейчас дают 3 разных типа антибиотиков для того, чтобы инфекция не развилась.
Ну и, конечно, это может влиять на функции, что у него была парализована полностью рука и нога. Может также влиять это на функции того, как он будет работать рукой и ногой дальше. Но мы надеемся, что большинство осколков вытащили, что в целом хирург сказал, что он очень доволен тем, как они все прооперировали, что они вытащили максимально, что было не опасно вытаскивать дальше. И сейчас Илью ждет большой путь физиотерапии, восстановления. Естественно, все это будет очень долго, очень болезненно, очень дорого. Но сейчас уже ему лучше. Мы видим, что раньше у него двигались только пальцы правой руки, то есть чуть-чуть вот так он изгибал. Не было абсолютно силы никакой. Сейчас он уже может немножко двигать рукой. У него начинаются какие-то такие небольшие, слабо видные движения в ноге. То есть если он очень много силы прикладывает. Я очень хочет скорее восстановиться, очень расстраивается, что не произошло такого чуда, что он там типа после операции встал и пошел. Но если смотреть реалистично, то все сейчас хорошо. У Карины сейчас более-менее стабильное состояние. Мы перевезли ее из государственной больницы сначала в частную, где было не очень хорошо, не было нужных специалистов. Потом мы ее перевезли сюда, к Илье. И ее сейчас наблюдает тот же самый хирург, который оперировал Илью. У нее самая большая проблема – это боль. То есть у нее перелом основания черепа, и это очень болезненная штука. Сейчас ей делают всевозможные обезболы. Сегодня мы привезем ее на МРТ, чтобы посмотреть. У нее была вот так называемая хвостовая травма шеи, когда во время удара голова идет вперед, шея пытается его держать, то есть не скважин. Вот этот прогиб в позвоночнике в шейном отделе. Вот, нужно сделать МРТ, потому что на рентген-снимке там не ясно, есть ли какие-то еще травмы, если, может быть, мелкие трещины или еще что-то, потому что у нее левая рука тоже не полностью, то есть недостаточно силы, не столько же, сколько в правой, и есть резкие боли. Вот. Ну, кроме этого, Карина там более-менее пытается себя чувствовать позитивно, и сейчас мы будем делать все, чтобы она чувствовала себя комфортно с семьей и друзьями. Сейчас Илья и Карина находятся в одном госпитале в Туксле. Наконец-то им удалось увидеться, подержаться за ручку. К ним сейчас приехал отец Карины. Также с ними находятся их очень близкие друзья Вика и Ира. Операция по извлечению осколков из мозга Ильи прошла успешно, по словам доктора. Но сейчас у него очень высокая температура, там 39,5 была температура после операции. Сейчас немного начинает спадать, и мы вот следим постоянно за состоянием Ильи и Карины. Все новости, все обновления по физическому состоянию Ильи и Карины вы можете найти в телеграм-канале Ильи. Все эти ссылки вы можете найти в описании к видео, к первому закрепленному комментарию к видео. Также вы там найдете все варианты помощи ребятам, материальной поддержкой, если у вас есть такая возможность. Мы, правда, будем очень благодарны, так как этот процесс восстановления, лечения, это все очень долго и дорого. Ребят, большое вам спасибо, спасибо за поддержку, спасибо за добрые слова. Все это, правда, очень важно. Берегите себя. Надеюсь, что в ближайшее время Илья также сможет что-нибудь записать и выложить, чтобы поделиться с вами каким-то своим состоянием и также благодарностью, которую, само собой, мы все очень испытываем сейчас по отношению к людям, которые помогают. Хорошо. Все новости вы можете увидеть в телеграм-канале Ильи, в инстаграм-каналах его друзей. Берегите себя еще раз. До скорой встречи. Пока.